всех своих любимых подписчиков и гостей канала. С вами Вероника. Сегодня у нас расклад на одну тему. И звучит она следующим образом. Как прошли ваши ритуалы на полнолуние? 11 февраля, если я не ошибаюсь. Как у вас все прошло? Расклад буду делать на один вариант. Почему-то хочется мне именно так. Рассмотрим в деталях, а там уже смотрите сами. У кого резонирует, отлично. Если не резонирует, ну, значит, не ваше. Так. Ввиду последнего расклада на 7 чакр, я, конечно, была удивлена, но все же, давайте-ка поглядим, как, не знаю еще, буду смотреть, не буду, что вы там делали именно. Давайте-ка посмотрим результаты, да? Там же вы сами знаете, что вы делали. Тяжело какие-то программы снимались у вас. Чистка, ритуал, тяженько шло все. А в итоге... Вообще жесть. Как-то жестковато идет. Жестковато, ребят. Так, давайте-ка мы заодно, наверное, ваших недоброжелателей посмотрим. Почему? Потому что пришла мне вот информация специфическая по поводу ваших ритуалов. И я так предполагаю, что вклинивались, мешали. Так. Давайте-ка начнем, знаете, с чего? Начнем мы с того, что отправляли вам ваши недоброжелатели на новолуние. Они в основном, такие товарищи, любят отсиживаться, но не все. Именно в новолуние, да, в этот период. Так, что они вам там слали? Просили кары небесной, чтобы ваш праздник закончился, чтобы в доме, где стабильно, не обязательно это может быть дом, это то, что вас радует. Здесь в этом контексте идет. Вас радует, допустим, ваше дело, ваш бизнес, я не знаю, там, ваше хобби, которое приносит доходы, да, либо же общение с какими-то друзьями. В общем, все, что вас радует. И это связано с вашим домом. Друзья могут приходить, можете работать дома, да. Также это и семья. Здесь у вас планы. Планы в будущее. Так, если не связано с мужиком, мальчики, если смотрите вы, переворачиваете, это ваша девочка. Но если не связано это с мужчиной, здесь перекрывали, я сейчас уточню. Да. Перекрытие идет вашего эмоционального фона, вашей радости. Понимаете, тут они по справедливости, короче говоря,
как они считают, да, очень просили. Некоторые из них на коленках стояли, возможно, в храме в каком-то. Хотят перекрыть вашу эмоциональность. Понимаете, вы вкладываетесь с эмоциями, с любовью в ваше дело, в ваше предприятие. Понимаете? И хотят, чтобы вы, вот это состояние ваше в 9 мечей вошло. Чтобы бессонница была, чтобы сами себя там накручивали. Короче говоря, мешают как могут. В отчаянии, чтобы вы пришли, понимаете, и ушли от своего наполненного состояния. Тоску могли нагонять. Но еще здесь может быть такой момент, кто-то делал, если вы в браке, то делали на вашего мужчину. Вот это именно состояние, чтобы у него было. Делали с помощью мира мертвых. И третий вариант идет. Третий вариант. Здесь может быть, что мужчина хочет, чтобы... Короче, он считает вас кармическим своим партнером, любовь на всю жизнь. Это могут быть и бывшие, которые там получили, может, что-то осознали. В общем, не суть важно. Смотрите, у кого какая ситуация проигрывается. И вот именно этот мужчина хочет, чтобы вы планировали свою жизнь так, чтобы в ней был он. Чтобы вы думали о нем, тосковали, переживали. И трансформация. Сейчас именно для вас. Хочет, чтобы вы действовали. Понимаете, вы здесь королева мечей, которая отсекает это все, да, и ставит на место. В общем, вы не допускаете его к себе. Хотят вас в апатию вогнать, понимаете, в апатию. Чтобы вы вот в этой 9 мечей зависли. Вот что делали. Зависли и не двигались дальше, или же... чтобы вам было настолько плохо, что вы начали движение к этому мужчине. Так что вот такие вот у нас 3 варианта. Не знаю даже, оставлять или нет. Что делали? Давайте-ка уточню. Уточню, что делали. Так как нас на канале много, да, то вот все, что пришло, то я для вас и озвучила. Не один работал, скорее всего, кого-то в помощь брал. Власти над вами человек этот хочет, ваш недоброжелатель. Это связано с прошлым. Однозначно. Вы наполнены. У вас свои планы. Давайте-ка, да, наверное, в детальках копнем, да, что они там чудили нам. Власти над вашей стабильностью человек хочет, да? Человек этот из прошлого. Это вот по всем тем вариантам, которые я озвучила. Здесь человек из прошлого. Свечами работали. Свечами, атомом работали. На выбор вас хотят поставить. Знаете, для чего они это делают? Вот вы идете к своей цели, понимаете? Вы видите конечную свою остановку, точнее даже не остановку, а пункт назначения. А они вам делают вот именно эти самые остановки, чтобы вы тратили время на всякую белиберду. И что вы, по их мнению, должны выбрать?
божечки. Но этот персонаж хочет, чтобы вы двигались к нему и сотрудничали с ним. Причем вас разделяют дороги, это однозначно. Понимаете, у вас выпадает то, что вы в наполненности находитесь. У вас своя радость. А хотят вас от этого увести вот двумя методами. Либо чтобы вы направление держали к определенному персонажу, и там в этих отношениях вы будете в жертве. Либо же здесь здесь ваши защиты снимаются однозначно. Если вы заметили, что в последнее время подпсиховываете, настроение портится, либо вокруг вас кто-то нещадно тупорылит и выводит вас из себя, вот имейте в виду, что это причинно-следственная связь воздействия на вас. Еще у меня такая информация, что этот человек стал сам жертвой своих злодеяний по отношению к вам в прошлом. То есть эта персона не единожды делала на вас деструктив, наводила. То есть знаете как? Новостей от вас ждут. Либо ты двигаешься в мою сторону, либо тогда постоянно находись в борьбе. Потому что я буду нападать и пытаться прогнуть тебя. Вот именно по вот этим картам больше мне показало. Сейчас возьмем дополнение. Больше показала именно вашего, вот этого мужчину, который хочет вас под себя. То есть, знаете, вот ему нужна вписка в вашу судьбу, в вашу квартиру, в вашу жизнь. Я не знаю, о чем люди думают. Да, девочки, да и мальчики. Сейчас время жестких энергий, жестких перемен, поэтому держитесь. То есть маразм определенных людей будет крепчать, поверьте мне. Это начало конца. Только, сами понимаете, оно будет усугубляться, да. Вот здесь больше мужчину я не вижу. Он обращался, однозначно обращался. И сам там что-то пробует. Вот показывают мне бывших. Радость, счастье забрать ваше хочет. Влезть в вашу жизнь хочет. Вот сказать, что там какая-то женщина или еще что-то, кто-то со стороны, нет. Здесь именно эта тематика. Я сейчас хочу уточнить все-таки, что делал, кто делал. Хочу вот кто делал. Характеристику этого человека. Странненько, так странненько. Смотрите, заказывал у женщины. Недоброжелатель ваш, он весь в иллюзиях, он, прибухивает человек, у него жизнь вообще никакая, мрачная, блеклая, у него нет радости внутри, понимаете, что бы он ни делал, что бы он ни покупал, если еще деньги есть, его ни черта не радует. Обращался он к ведающей женщине. Причем
Причем мог через интернет обращаться, кстати. Может и такое быть. Так. Ну, давайте-ка посмотрим, что она ему пообещала, да? Что она ему пообещала? Солнце, исполнение всех его желаний. Кстати, за вами наблюдают. Будьте бдительны. А как получилось на самом деле? А хрен там получилось на самом деле. Да, хрен же это у нас растение, как бы там слышала о том, что YouTube начинает блокировать видосики с матюками. Но они, тут шестерка, в общем, да, неважно какая здесь карта, я их считываю все равно сейчас по-другому. Смотрите, они, ну, пройдет время, они проанализируют и поймут, что их работа очень, кстати, много вложили. Он или много заплатил, и вот эта вот барышня, она, так, знаете, клепала как могла, изо всех сил трудилась. Но, и еще раз но, все их взгляды в перспективное будущее перекрываются пятеркой кубков. Увы и ах. Причем этому же товарищу из двух колод второй раз король кубков. Этому же товарищу вот эти все подселенцы обратно к нему придут. То есть то, что заказано было на вас, будет у него в башке сидеть. Вы для него кубковая королева. Вы для него женщина по судьбе. Ну, это я сейчас уже, знаете, подключаю легкий сарказм, потому что этого не бывает на самом деле. Вот этих всех няшек, да, которые мы привыкли созерцать в фильмах. Ну да ладно, не об этом сейчас речь, девочки и мальчики. Все мы, конечно, хотим лучшего, а вляпываемся, как обычно, в говно, да, в кармические отработки. Но, не суть, не суть. Не всегда бывает прорабатываем. Вот для чего нам эти уроки? Да для того, чтобы мы встретили достойного партнера и стали сами достойными. Так что вот так вот, девочки, мальчики. И девочка ваша заказывала у женщины, это однозначно. И ей, короче, обратно это все и полетит. То есть человек делал приворот, если, ну, к примеру, да, я говорю, то вот сам будет страдать от любви к вам, от желания к вам, мысли все будут о вас, вы ему во сне будете приходить в гости, и короче, будет ему весело, забавно и озорно. И вы знаете как? Тут маски-то с вашего недоброжелателя вскоре спадут. Ох, он, мне кажется, почему-то, что он где-то проколется, и вы... Или признается вообще вам в этом. Я даже не знаю, может и такое быть. Вот так вот. Что делали? Ну, вот такое вот вам делали. Так, теперь мы разобрались. Все-таки здесь кубковый человечек. Чуть замешкалась, хотела по-другому назвать. Ну да ладно. Здесь, кстати, девочки, смотрите, к некоторым из вас мог даже приезжать и чем-то вас угощать, попить. Так что будьте бдительны. Так. Все, с этим разобрались. Смотрим дальше. Как прошли ваши чистки, либо ритуалы, которые вы проводили на новолуние. Опа-на. Вот так вот, да?
Ну, раз вот так вот, значит, как раз снова 5 карт. И, девочки, здесь вы победили какую-то ситуацию. Я сейчас еще это уточню. Здесь вы ушли в познание себя и очень-очень скупо относитесь к... Может, это и есть этот король. То есть здесь вы чистились. Чистились от влияния. То есть для вас он как жезловый еще выпадает. Сейчас будем уточнять. Как прошли ваши ритуалы? Да, здесь вы взяли время на подумать, но все равно какая-то неосмотрительность с вашей стороны присутствовала, понимаете? Вы как бы не совсем уклонились от удара. То есть по деньгам не должно ударить. Но ударяет, знаете почем? По вашему состоянию здесь потеря энергии у вас идет, и вы как берете тайм-аут для восстановления. То есть помните, в начале расклада вы подали карты, я сказала, что очень тяжело пошло. И да. Сейчас я это уточню, конечно. Тяжело пошло, вот и потеря энергии. Ну, в принципе, все классно. Для победы, да, вы много отдали, но теперь вы понимаете, как оно на самом деле проходит. Да что ж такое, карты вылетают и вылетают. Давайте-ка победу. Да, здесь вы чистились, снимали с себя вот эти перекрестки, вот это нежелание. Короче говоря, даже если вы не это чистили, то вы перекрыли работу вот этого товарища Кубкового. Вы ее перекрыли. Теперь по башне. У нас башня вылетела. Что нам хочет сказать башня? Что там резко? Но здесь какой-то пожонок, опять же таки, может быть, и этот персонаж как-то резко к вам проявился с новыми идеями, дерзко, но взывая, короче, продавливал вас на эмоции, и здесь было выяснение обстоятельств, решение каких-то вопросов, и как-то резко объявился, и, возможно, сразу, знаете, на рожон полез, то есть что-то там доказать, спровоцировать вас, короче, на эмоции, покачать с вас энергию. Ну, такое, короче, быдлобой, да? Так, много вложились в сотрудничество вот в этом ритуале вы. Вложили неплохо, сейчас посмотрим. Ожидаете результатов, да? Ожидаете, что по справедливости ваш недоброжелатель получит то же, что в свое время пережили вы. Это и треугольники там могут быть, и просто предательство, но вам сердце разбили. Даже, скажу честненько, разгатили. И снова к вам явились, да? Не скоро придет обратно, то есть он будет набирать, оно хотя секунду. Слушайте, тут такой момент, вы, может, вообще подумали, что не сработало или не получилось, что-то вам не понравилось.
Так, во-первых, вы посотрудничали с темными. И на самом деле все у вас нормально, просто сейчас идет трансформационный период. Смотрите, к вам выходил мужчина, охранец такой серьезный. Он увидел вашу наполненность, но вы почему-то знаете, как... Короче говоря, вам не хватило энергии, да, поэтому вам кажется, что что-то не так пошло или что-то не сработало. Но здесь, в принципе, не все так плохо, потому что все равно у вас какие-то предложения по работе будут. Если не касаемо, ну, в каком плане, короче, если вообще в работе была задница, предложение по работе. Для тех, кто практики, здесь вам будет именно знания в магии даны для вашей работы, чтобы вы пересмотрели свои ценности и перешли в статус императрицы. Да, здесь пошло немножечко не так, как могло бы пойти. Вклинились вот эти вот пирожки кубковые. Потянулась у вас энергия поэтому, то есть она на разрыв пошла. Поняли? Вы начали, ну, нужна была энергия для того, чтобы отразить, себя защитить, и тут же новое сотрудничество. Практически 3 направления. Вас не хватило. А по какой причине, смотрите сами. Возможно, вы этого кубкового вообще подпустили к себе, либо не вовремя защиты в свое время обновили, поэтому прошла программа. А возможно, я вам хочу сказать, что что-то еще у вас не проработано относительно вот этого персонажа, который на вас делает деструктив. Для некоторых, не для всех, здесь еще идет такой момент, что кто-то из вас игнорировал все намеки, и поэтому к вам деструктив прошел. То есть, ну, грубо говоря, вы ни черта не делали на полнолуние, и определенные силы расценивают это как то, что вы ленивая попка и не хотите учиться отстаивать свои границы. Так, здесь еще мне показывают все-таки... Все-таки мне показали еще параллельно с этим на физике, это опять же таки этого персонажа, который к вам заявился, когда-то он ушел, вы ушли в состоянии инертности, болота, можно сказать, ну вот он явился с каким-то предложением, у вас все перевернулось с ног на голову, и он вам предлагает войти в статус императрицы, то есть там жены, в лучшем случае, да, а не в лучшем, ну, главное, женщина. А ну, давайте-ка посмотрим, насколько там императрица-то по дьяволу. Ну, нет, нет, не будете вы императрицей. У него, ух ты, у него еще что-то. Отдельно от вас кто-то есть, где у него очень большие иллюзии, что это все же останется как бы семья у него, понимаете? Короче, что он что-то там удержит.
А вас он хочет, потому что тянет. А тянет, потому что начал в отработку входить. И ему просто нужна батарейка энергетическая. Вот и все. И вы классный вариант для подпитки. Да, это человек из вашего прошлого, его к вам тянет. Он просто в отработке, девочки, а вы просто будьте бдительнее. Если это не ваш бывший, да, не партнер, а какой-то недоброжелательный мужик, то здесь тоже с прошлым связан человек. Здесь было сотрудничество с ним. Но смысл от этого не меняется. Человеку нужны ваши ресурсы. И поверьте мне, работодатели в наше время не исключение. Когда подсасывают со своих сотрудников все, что только могут подсосать. Но потом они остаются, да, с лолипопом во рту, один на один с отработками. Те, кто дают им обраты. Так что вот так, смотрите очень внимательно, как у вас и кто вообще там проигрывается, напишите мне, пожалуйста. Здесь можно эту ситуацию под различные моменты подогнать. Почему? Потому что я вот до этого момента дошла, и мне идет информация, что у кого-то это связано именно с работодателем, с какой-то фирмой, в которую вы вкладывались. Может, вас как-то хотят вернуть, да, и там пытаются на эмоции продавить вас. Ну, понимаете, как бы вас же много, да. Поэтому, пожалуйста, под свою ситуацию, ну, берите то, что вам необходимо, да, остальное отметайте. Но здесь вот идет мужик, все равно мужик, понимаете? Вот мужик и все. Мужик. Мужики начали входить в раж, знаете почему? Весна же скоро, понимаете? Гормоны, все дела. Плюс еще у всяких зависимых, которые под вот этим вот товарищем, они же, у них там обостренница, да, случается, весеннее и осеннее. Вот как-то так. Так, давайте-ка посмотрим, как же прошли ваши ритуалы, посмотрим еще что. Ну, вы тут по справедливости надавали трандулей, да. Если даже в перепалку с этим человеком вступали, то здесь все по справедливости. Да, здесь здесь борьба с темной магией, деструктивной магией против вас. Человек, кстати, против которого вы боретесь, он манипулятор, маг. Вы хотите пробить себе дорогу в будущее. У кого-то из вас этот человек вам мешает войти в статус жены, то есть найти себе вторую половину. Кто-то из вот ваших недоброжелателей не хочет, чтобы вы были в ресурсе с деньгами, понимаете? Ну да, здесь человек вас выводит просто на дискуссии, на борьбу. Это, вот знаете, чистой воды провокация, ну просто провокация. Не нужно на это вестись.
Работать еще нужно в этом же направлении, девочки. Здесь у вас, знаете, то хорошо, то плохо. Цикличность идет. Кое-что соорудили, но не до конца. Не до конца вы с себя счистили вот эти привязки с этим персонажем. Не до конца. То есть ритуал хорошо, все хорошо. Кому-то нужно повторить его, кому-то дополнить, кому-то продолжать просто разными техниками в этом же направлении. Вот так вот. Вот так вот, ребят, как прошел ваш ритуал. Ну и теперь давайте посмотрим, что там после этого новолуния. После вашей ритуалики, несмотря на то, что она для вас так вот прошла тяженько, да, энергии потащила много, что у вашего недоброжелателя теперь там происходит? Как оно? Ой, мечтает бедолага, что... Точнее, мечтал, что все получится, а не получается. Он понимает, что вы идете дальше, вы работаете, вы находите ключи, а ему тяжело. Он как сам себя переиграл, этот человек. Он понимает, что все его попытки упираются в 8 мечей, то есть все. Ему идет, короче говоря, обрат. Хотя начиналось все прекрасно, что он получит все блага от вас. В этом случае вы на расстоянии были. Если встретились, то это так, приехал, уехал. Вот. Но у него там очень большие мечты и 9 пентаклей. Хорошо, давайте-ка я еще по-другому спрошу. 9 пентаклей, да. Давайте-ка ресурс. И вы. А вы и есть этот ресурс. Привязка у вас через сердечную чакру и откачка такая, знаете, начало его линии благополучия, удачи в жизни. Увы и ах. Здесь канал к вашей 4 чакре подключен. Его нужно снимать. На менталом поработайте, пожалуйста, тоже вам будет как в плюс к вашему ритуалу. Слушайте, тут еще человек хочет ваших знаний, которыми вы обладаете. Магических знаний, ваш потенциал хочет. Так что вот так вот, что с ним? Плохо ему. Хотел одно, получил другое. Знаете, что у этого персонажа идет? У него сейчас жесткий дисбаланс. Ой, дисбаланс. Ну, во-первых, может незаконным путем добывать себе деньги. Незаконно ваш ресурс брать, у кого-то незаконно точно так же берет себе деньги. У него, знаете, как сейчас? Он, короче, рыпается к разным, в двойственности находится. Хочет, чтобы фортуна на его стороне была. Ваших знаний хочет. Хочет знаний магических, нужна магия, чтобы... все бабло мира стекалось ко мне. Вот такая вот, знаете, личность здесь. Он, короче, не может понять. Обратился к одному, не работает. Обратился к другому, не работает. К 3-му, к 5-му, к 28-му. А не работает. Понимаете?
а все ему назад откатывается. Ну, точнее, это не откат, это обрат идет. А, кстати, откаты никто не отменял. А ну-ка. Сейчас. Давайте-ка. Что мы гадать тут будем? Да, мы посмотрим. Да, ребят. О! Ага. О, ну так... Слушайте, а этому персонажу и откаты, и обраты идут. Значит, смотрите. Откат – это такая вещь, когда ты лажаешь. Бывают моменты, что ты не дотягиваешь по своему внутреннему наполнению, но делаешь какой-то на несколько ступеней выше твоего нынешнего осознания ритуал. Тогда определенные силы могут делать такой, знаете, откат и смотреть за тем, что, как вообще ты среагируешь, и давать тебе понять, что ты немножечко не дорос еще, давай, подкатись выше, и тогда все будет тип-топ. У него и откат от работ, от его и от тех, у кого он там заказывал, откаты на него, кстати, по сердцу вдолбили. То, что вам хотел, то и ему. И оно ему голову проедает, понимаете? Оно его сжирает, этот откат. А брат ему чем пошел? Тем, что ему тяжело, и он вот-вот совершит какой-то поступок, который резко изменит его жизнь. Он на перекрестке, его разрывает двойственность, либо туда, либо сюда. А где же будет лучше? А как же его будет лучше сделать, да, чтобы и кое на что сесть, и рыбку съесть, да, такая вот. У него очень много энергии уходит на это все, он сливает ее просто. Он ее, ну, вот, колоду положила, вот, пожалуйста, его состояние еще. Башня здесь, девятка мечей, да, шикардос. Он стабильности вот этой вот хотел, он на выборе, но в итоге оказался на выборе. Человека изнутри раздирают просто, ну, напополам. И энергии у него нет от слова совсем. То есть не нужно ждать полнолуния. Вам такая подсказочка, да? Многоходовочку тоже делать не надо. Здесь все очень просто. Бомбите. Он сейчас уязвим. Бомбите ритуалика, ребятки, чтобы к полнолунию на 27 февраля, когда он что-то там захочет сделать, вы уже не просто были наготове, чтобы его встречала вся ваша гвардия. Вот и все. Потому что, как ни крути, здесь есть все равно вклинились в ваше, ну, пространство, вклинились. Здесь и вам нужно проработать себя, но и учтите, что все равно ударили, понимаете, ударили. Да, неспроста, но факт остается фактом, работать нужно. Что ему там? Менталом еще по вам работает. Ой, человек в страхах, слушайте, полнолуние. Полнолуние ждет, что-то будет делать, я же сказала, но человек в страхах. Он что-то видит, либо во сне, либо ему как кто-то приходит, и он боится этих теней, да, этих сущностей. Вот, и он боится полнолуния за то, что будет ему, ввиду его сделанной работе, да, для вас, с любовью, давайте скажем так. И он еще что-то планирует, боится, но планирует.
Ссыкло, да? Ну да ладно. Они все боятся. Потому что они знают, что есть силы, которые обойдут то, к чему взывали они. Ладненько, поехали. Что у него там еще? Ну, исцелиться человек хочет. Ух ты, что у него девочки. Вау, 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 вау. Слушайте, пацанчик решил, что он возьмет ваш ресурс. Ему привалит тут просто, знаете, я не знаю, кошелка счастья, да. Исцелиться очень хотел с помощью вашей энергии. А тут, короче, бац, и расплата пришла. И он сидит такой, твою мать, как это возможно? Что пошло не так? Возможно, он когда раньше на вас это делал, все срабатывало, вы сидели там в своих проработках, да? А тут он вообще не понимает, как это его величество корону теряет. У него башка с плеч слетает просто. И знаете, он в шоке. Вот это у чувака там гордыни, мать его, это жесть. По чувствам его лупанула, карта эта перевернулась. По чувствам лупанула хорошенько, и он нежданчик словил. Как это? Я, оказывается, и люблю ее, да? Прикинь. Не любовь это, конечно, это просто обратная тяга, это отработка за то, что он лепил вот эти воздействия на вас. Тут его по чувствам пробивают. Но ему сейчас кажется, что он влюблен. Ему кажется, что это вы ему привороты лепите. Ну да, он обращался к кому-то. Обращался, потому что в болезнях сидел, потому что у него проблемы с окружением, с рабочими. Там со своими коллегами, я не знаю, вообще, блин, люди на него кидаются. Подлость ему подстраивают все время. Это приговор. Карта приговора на карту расплаты. Но о чем здесь еще может быть речь? За его подлость приговор, он все это осознает башкой, что ему обрат идет. Все понимает. Ссыться, но еще планирует, да? Хорошо, давайте-ка посмотрим, что он там планирует. Какие у него планы на полнолуние у этой скотопадлы? Ага. Ну, через кладбище будет работать и, возможно, в связке с кем-то, кстати. Так что будьте готовы. Что еще планирует? Мстить вам планирует, девочки, мальчики. Удачу будет забирать у вас. Здесь будут по финансовому вашему каналу лупить в полнолуние. Переклад на вас будут делать. Защиты тоже будут снимать. Здесь очень, ну, не одна программа, здесь будут несколько направлений сразу работать по вам. Хорошо, а что по итогу? Ну вот ты примешь это решение, он еще принимает это решение, да? Примешь ты это решение, сделаешь ты так, как ты хочешь. И что после этого решения тебя ждет? Там какое-то откровение ему придет о том, что
о том, что ему придется отречься от той помощи, которую он через кладбище себе выпрашивает. Кому-то еще обратиться, ему об этом скажут, что у тебя очень большая жадность иметь благополучие, а ты недостоин этого благополучия, тебе духовность надо свою поднимать. Ой, будет как-то с кем-то разговаривать, чтобы вырулить из этой ситуации. Чтобы то, что его сейчас сковывает, как-то разрешилось. Возможно, будет решать вопрос о том, как избавиться от своей вот той ноши, где он сидит. Там и семья у него, или женщина, или кто оно там, что у него там за... Понимаете, здесь мальчик со шлейфом прошлых проблем, которые себе на голову нацеплял, пока прорабатывал то, что сделал вам. Это годами могут длиться, понимаете? Ой. Девочки, что я вам хочу сказать? Этот персонаж вот будет заниматься вот этой фигней, пока не, извините, ладно, умрет. Спросила до конца года, что еще больше проклятий на себя навешает, так и будет ездить по всяким могуям, бабкам, деткам, авось кого-то найду, авось все мои враги падут, один не помог, поможет третий, третий не помог, 127-й поможет. Я даже не знаю, что вам сказать. Хвора людина, понимаете? Хвора людина, все. Его кушают специфические силы и заставляют, знаете, гоняют его как блоху в разные инстанции, чтобы он на себя еще больше брал всякого. Давайте, ладно, это мы так наперед забежали. Все может еще поменяться, конечно. Будем мониторить периодически этот вопрос. Но все же, что сейчас у него после вашего ритуала? Еще на вот этой колоде посмотрю. У него крадут все его блага. Он как подсвечен в пространстве с надписью «Лох». Для более серьезных мира сего людей здесь лишение всех ресурсов. Вот знаете, как стая пираний, каждый по кусочку, но их много, и каждый рвет себе от него кусок. Слушайте, да, на полнолуние мальчик будет трудиться, чтобы денежки к нему побежали, чтобы его ценили в обществе, его уважали, отдавали ему почести, с ним хотели сотрудничать. Быстренько хочет каких-то денежек. Но дело в том, что чем это увенчается, какой-то болезнью увенчается. Что-то будет в его теле гнить. Возможно, он даже не сразу это заметит. Кошмар, кошмар. Я просто вижу, кому он будет обращаться, и, без комментариев, честное слово. Тут камикадзе. Его дело, жизнь-то его, в принципе, да. Вы предупреждены, вооружены. Сделали выводы, так сказать.
предохраняйтесь от общения с такими людьми, предохраняйтесь всеми возможными магическими методами. Потому что, ну, это дно, девочки и мальчики. Вот это дно. И знаете, в чем печаль? Этот человек всплывать не собирается. Он, если попадает к какому-то практику, более-менее стоящему человеку, тот ему говорит: ты дурила картоновая. Ты духовность повышай свою. Он такой: не. Хочу магии быстро здесь и сейчас, чтобы деньги все ко мне, чтобы мне тут помогли и низшие, и высшие силы. Я же заплатил. Сейчас у меня все будет. Ага. Да-да-да. Не так это делается, милок. Не так это делается в этом мире. Ну да ладно. Вот такой вот у нас был раскладик, ребята. Оставляйте ваши комментарии мне, пожалуйста. Пишите, как у вас проигрывается эта ситуация. Кто из вас, возможно, надеялся, что человек что-то осознает, поймет? Увы, нет. Здесь человеку летят обраты. Его бьет уже не одна сила по башке. Он ни черта не собирается менять и о чем-то даже задумываться. Понимаете? Здесь из области «я так хочу», «я сказал, значит так будет». Здесь мальчик прогибает этот мир под себя. Ну, как он считает, что он все прогнет. Но это его право тоже тратить на вот это все свою жизнь. Его право. Но вы смотрите на вот этого персонажа, анализируйте и делайте выводы, да, о том, на что жизнь тратить не стоит. Вот честно сказать. Здесь человек бегает просто по кругу. По кругу. И уже не один год, скорее всего. Уже не один год. Его, видать, накрыло. И нет, чтобы сделать выводы. Так главное, понимаете как? Боится. Боится последствий. Но вот это вот внутреннее чувство ему не дает успокоиться. Вот эта помешанность. Как это я не прав? Как это? Это что? Я всю жизнь прожил по дебильным принципам. Это что? Я ничего в мире не понимаю. Да как это так? Такого быть не может. Я сказал, так будет. Понимаете? Вот это быдлофест такого плана. Но у него свой путь. Знаете, ну тут вот почему от меня это... Даже не знаю. И удивлять не удивляет, но да что, ну, по сути дела, если копнуть вообще и по чесночку признаться, почему меня это подбешивают такие персонажи? Потому что в свое время, да, я проходила такие уроки тоже по молодости дикой, в подростковом периоде. И были вот такие моменты, когда вот ты такой вот бываешь. Но понимаете, это подростковые моменты, когда мы, да, на каких-то, ну, по сути дела, мелочах. Теперь ты понимаешь, что это, в принципе, лучше вот так вот тогда ты прошел вот такие уроки, чем вот когда человеку здесь уже явно не мальчик молодой, ну, вот жизнь сливает на это все. Но опять же таки, это урок. Урок и нам, на что не нужно тратить свою жизнь. И, кстати, это еще урок на тот момент,
чтобы вот таких персонажей к себе не подпускать. Почему? Потому что мы... Во-первых, они нас зеркалят, потому что они, ну, именно поэтому они притягиваются в наше пространство. Но вот глядя на них, мы должны прорабатывать себя и понимать, где еще у нас есть затыки, из-за которых вот этот вот человек пришел к нам. Какой урок мы не допрошли, не получилось, где мы немножечко тупанули в который раз. Так что вот такой вот был у нас раскладик, ребят. Я с вами на этом буду прощаться. И, как обычно, желаю вам добра этого мира. Пока-пока.